Трудно одной с дочерью. Как ни крутись, денег все равно не хватает. Еще ипотека. Когда узнала, что ребенок будет, сменяла свою однокомнатную в бараке, которая ей досталась как воспитанница детского дома, на двухкомнатную. Родила для себя и квартиру купила. Тоже для себя. И для дочери, конечно. Зарабатывала тогда неплохо. Вот только пошло все не так, как Наде виделось. Частная фирма, где она работала, приказала долго жить и исчезла. Другую работу, где хорошо платят, найти не удалось. Из зарплаты и детских приходится каждый месяц за ипотеку и коммунальные услуги платить. Оставалось около 10 тысяч, вот на них и жили с дочерью целый месяц. И надеяться не на что. Родителей нет, замуж выйти. Об этом и мечтать не стоит. Красавицей она никогда не была, скорее незаметной серой мышкой. Мужчина на нее только один раз обратил внимание и после сразу исчез, а дочери уже 7 лет. «Мама, вставай!» Открыла глаза, глянула на часы. «Юля, время 7 часов, сегодня суббота. Мы сегодня идем покупать мне форму в школу. Дочка, магазины еще закрыты». Но все-таки, улыбнувшись, встала. Собираясь с дочерью в магазин, Надежда мысленно рассчитывала свои средства, а средств всего-то 6 тысяч. На прошлой неделе заходила в один магазин, он и рядом с домом, и там все дешево, должно хватить. Зайдя вновь в магазин, заметила, что ассортимент школьной одежды стал значительно богаче, но и цены выросли. Стали с дочерью выбирать, примерять. Надя сразу поняла, что денег на все не хватит. Даже если не покупать туфли, не хватит по крайней мере 1000. «Мама, гляди, какие туфельки!» Юля, положи, они очень дорого стоят». Надежда стала оглядываться, в надежде увидеть кого-то из знакомых и занять 1000-другую до получки, но никого не было. Только сосед, инвалид, покупал авторучки и тетрадки. Мелькнула мысль, ему-то зачем? Сосед этот появился в их подъезде в двухкомнатной квартире на 1-м этаже недавно. Он был непонятного возраста, с трудом передвигался на своих костылях и постоянно был нетрезвым. Говорили, что бывший военный, но похож был скорее на бомжа. Не к нему же обращаться. Положив тетрадки и ручки в пакет, тот направился мимо них к выходу. «Мама, ну купи туфельки!» Прижимая их к груди, просила дочь. «Юля, у нас даже на форму денег не хватает!» Женщина смахнула с глаз слезинки. Мужчина остановился, улыбнулся, отчего его лицо стало не таким уж и отталкивающим. «Здравствуйте, соседи!» – произнес он приветливо. «Здравствуйте!» – кивнула Надежда. «Что же это такой красивой девочке и туфли не покупают? Мама говорит, что они дорого стоят». На глазах ребенка появились слезы. «А они такие красивые, я ведь в школу скоро пойду». «Ну, тогда я тебе их подарю на 1 сентября». «Дядя, вы правду говорите?» «Тебя как зовут?» Вдруг спросил он. «Юля». «А меня дядя Боря». «Юля, забирай все и пошли к кассе». «Зачем, Борис?» Надежда запнулась, вспомнив, что отчество его не знает. «Можно просто Борис?» Поспешил тот на выручку и спросил. «А вас как зовут?» «Надя». Женщина совсем растерялась, а Юля уже стояла возле кассы. «Будете брать?» – спросила кассир. «Да». Мужчина достал из кармана карточку. Быстро просчитав, она объявила. «С вас 9753 рубля». Тот, опираясь на костыли, переложил карточку и набрал пароль. «Борис, спасибо». Надежда протянула деньги. «У меня только 6 тысяч. Остальные я с получки верну».
Пусть это будет подарок вашей дочери на 1 сентября. И, не взяв деньги, направился к выходу. Борис вернулся в свою квартиру, пустую и грязную. Он не любил беспорядок, старался как мог содержать свою квартиру в чистоте, вот только ноги плохо двигались и сгибались. Можно, конечно, нанять домработницу, но не хотелось выглядеть совсем беспомощным. 15 лет он отслужил в армии, если считать с училищем. И вот жизнь окончилась 2 года назад, в 33. Хорошо, хоть теперь на костылях передвигаться может. Сразу после ранения ноги совсем не двигались, лежал как бревно. Затем 2 операции в клинике с разницей в год. Через месяц еще на 3-ю надо ехать. Сказали, что есть надежда оставить костыли. Вот только Борис уже перестал верить в чудеса. Сам он до армии жил в детском доме, а детдомовские хоть и верили в чудеса, но в жизни надеялись только на себя. Но сейчас Борису и на себя надеяться сложно. Вот и заливал свое горе, когда совсем тоскливо становилось. Он был сильным человеком, но жить, зная, что до самой кончины будешь опираться на костыли, невозможно. Мечтал после службы о семье, хорошем доме, машине. Старался заработать на все это деньги. Заработал. Теперь лежат те в банке в рублях и евро. И, похоже, так вечно там лежать и будут. На такую жизнь и пенсии вполне хватало. Что-то ёкнуло сегодня в груди у Бориса после встречи со своей соседкой с 3-го этажа и ее дочерью. Надежда вернулась домой растерянной. Про этого соседа, конечно, всякое говорили, от алкаша до героя. Было одновременно и радостно, и стыдно. Все же мужчина обратил на нее внимание, хотя он просто пожалел ребенка. А вот стыдно было сильно. Инвалид помог ей, здоровой женщине. Зато дочь не отходит от зеркала. Ладно, форма обычная, зато туфли самые красивые. Ни у одной подруги таких нет. Радость на лице дочери немного смягчала чувство стыда. Чтобы окончательно успокоиться, стала готовить голубцы. Сейчас сезон, и капуста продается на каждом углу. Это блюдо готовится достаточно долго, и Надежда потихоньку приходила в себя, и мысли потекли все о том же, но в несколько ином направлении. Интересно, а как он живет один? Как готовит? Как убирается в квартире? Ведь у него 2-комнатная, а к нему никто не приходит. У него вроде и родственников нет. Накормила дочь, поела сама. Оставшиеся голубцы сложила в чашку и разогрела в микроволновке. «Юлия, посиди за компьютером, я сейчас приду». Второй раз повторять не пришлось. Дочь бросилась к ноутбуку, ведь мама чаще запрещает, чем разрешает включать компьютер, а здесь сама заставляет, да еще уходит куда-то. Надежда спустилась на 1-й этаж и постучала в дверь соседа. Послышался стук костылей, и дверь раскрылась. На лице хозяина удивление. «Борис, я тебе голубцы принесла, у меня самые вкусные». «Проходи», – засуетился мужчина. «Только у меня беспорядок, я сейчас уберусь». Бардак был везде, в том числе и на кухне. Надя сразу поняла, что дальнейшее должна брать в свои руки. Вымыла какое-то маленькое полотенце, лежавшее возле раковины, хорошенько протерла стол и приказала хозяину квартиры, указав на стул: «Садись». Поставила перед ним чашку с голубцами. «Ешь, а я немного похозяйничаю». «Надежда, мне так стыдно». «Все нормально, ты ведь детдомовский?» «Да», – кивнул он. «Я тоже. Детдомовские всегда друг другу помогали». «Спасибо, Надежда. Ешь, ешь». Он ел вкусные голубцы, с восторгом глядя на женщину,
и впервые за 2 последних года был счастлив. Надежда убиралась на кухне, одновременно успев заварить чай. Когда тот был готов, поставила перед ним кружку. «Надежда, садись со мной чай пить», — попросил мужчина. «У меня там в холодильнике самые лучшие конфеты лежат». Женщина улыбнулась, налила себе чай и достала конфеты, сразу оценив их. «Не знаю, как насчет самых лучших, но самые дорогие — это точно. Никогда такие не пробовала». Развернула одну, попробовала. И правда очень вкусные. «Спасибо», — кивнула она и взяла еще одну конфетку. В груди Бориса боролись 2 чувства. Неловкости, что женщина отмывает его кухню, а он даже помочь ничем не может. Получается, что она отрабатывает за подарок, который он сделал ее дочери. И другое чувство. Ему хотелось, чтобы эта уборка никогда не кончалась, ведь она сейчас уберется на кухне и уйдет. К его удивлению, женщина тоже не торопилась, или просто его кухня была настолько грязной по ее понятию. А может, просто обоим интересно вспоминать дни, проведенные в детских домах. Взрослой жизни почему-то касаться не хотелось. Но всему когда-то приходит конец. «Ладно, Борис, я пошла», — произнесла женщина. «Там дочь одна». «Надежда, возьми дочери конфеты». «Нет, не надо». Она хотела пройти, но он взял ее за руку. «Возьми, скажешь, что о дяде Боре». Она посмотрела в его глаза, столько нежности было в них. «Ладно», — согласилась она. «Надежда, вы приходите с Юлей в гости, хоть иногда». «Придем». Вернулась домой. «Юля, ты все еще за компьютером сидишь?» Строго произнесла она, зайдя в свою квартиру. «Мама, еще немного. Дядя Боря тебе конфеты прислал, самые вкусные. Пошли чай пить». Дочь тут же выключила ноутбук и прибежала в кухню. «Ой, я такие никогда не ела». Развернула одну и целиком засунула в рот. «Какая вкусная!» «Юля, тебе дядя Боря нравится?» Неожиданно спросила мама. «Да, он хороший, только ножки у него болят». И потянулась за другой конфетой. «Он герой, на войне был». Затем, подумав, добавила. «Он нас с тобой в гости приглашает. Пойдем завтра?» «Пойдем». Тут же согласилась дочь. Чувствовал Борис, что-то изменилось в его жизни. Год он уже живет в этой квартире. Все это время с соседями лишь здоровался, кивая головой. О чем разговаривать? О мине, взорвавшейся рядом? О том, как трудно живется инвалиду? Никогда он не ныл и свои проблемы на других не взваливал. А сегодня утром понадобилась авторучка, а старая почему-то не писала, и пошел за новой. Разве мог он предположить, чем это обернется? Для других подобная встреча, может, и казалась бы пустяком, но для Бориса была чем-то необычным и не выходила из головы. Целый год живу в этой квартире и даже не подозревал, что рядом живет такая прекрасная женщина. Но я у нее вызываю лишь чувство жалости, может, еще чувство благодарности. Долго он не мог уснуть этой ночью. Встав рано утром, тщательно побрился, затем помылся в ванне. Эта процедура особенно трудна для него. Выручали сильные руки. Сегодня его ноги казались ему особенно уродливыми. Покончив с утренними процедурами, направился в продуктовый магазин. Долго ходил по отделам, брал то, что, по его мнению, могло понравиться Наде и ее дочери. Понимал, что вероятность их прихода в гости невелика, но вдруг вернулся домой, сложил все в холодильник и стал ждать чуда. И оно случилось. Раздался легкий стук в дверь.
Борис торопливо заковылял туда на своих костылях. В дверях стояли Надежда с дочерью. «Здравствуйте, дядя Боря!» — улыбнулась девочка. «Мы к вам в гости пришли». «Проходите». Он не мог скрыть счастливой улыбки. «Чай пить будем». «Мы блинчики принесли. Я маме помогала их готовить. Они у нас такие вкусные получились». Борис поднял глаза и встретился взглядом с Надеждой. В ее глазах светилась радость, словно и она ждала этой встречи. Шумом прошли на кухню, накрыли на стол. Юля не скрывала восторга от угощений, купленных дядей Борей, а он от их блинчиков. Мама ругала, что дочь много ест конфет, но как-то несерьезно, больше так, для порядка. После завтрака, несмотря на возражения хозяина квартиры, Надя взялась за уборку, а Юля с дядей Борей готовили на обед борщ и красивые бутерброды, которые показывали в рекламе по телевизору. Вместе обедали. После обеда мама продолжила убираться, а они с дядей Борей играли в компьютерную игру. И, конечно, дядя всегда проигрывал. Так заигрались, что полдник забыли приготовить. Заказали пиццу, самую вкусную. После этих выходных изменилось отношение Бориса к жизни. Хотелось, чтобы быстрее проходил месяц, хотелось на операцию, хотелось ходить своими ногами без всяких костылей. А еще каждый день следующей недели он вставал рано утром и взглядом из окна провожал Надю на работу, а вечером встречал. Понимал, что поступает как мальчишка, да и чувствовал себя как робкий юнец, боящийся подойти к девушке, которая ему нравится. Он подошел бы, подбежал, если бы смог отбросить свои костыли. Хотелось подойти, но повод не находился. В это утро он, как всегда, подошел к окну, но Надя на работу не пошла. Постоял еще немного и увидел какую-то мамашу, ведущую за руку свою дочь, в руках у которой был букет цветов. «Так ведь сегодня 1 сентября», — вспомнил он, «а я даже Юле букет цветов не купил». Быстро собрался, вышел к подъезду, вспоминая, где поблизости продаются цветы. И тут подъездная дверь открылась, и вышла Надя с дочерью. «Дядя Боря!» — бросилась к нему девочка. «Я сегодня в школу иду». «Поздравляю, Юля!» «Вот только мы цветы еще не купили», — по-взрослому произнесла девочка. «Цветы с меня». Он достал 5000-ную купюру и сунул девочке в руку. «Борис, зачем вы?» — попыталась возразить Надежда. «Тем более так много». «Купите что-нибудь». Он виновато улыбнулся. «Надя, мне так приятно подарки делать». «Борис, но ты же...» «Надя, ты ведь сама говорила, что детдомовские должны помогать друг другу. Все в порядке, у меня пенсия большая». Они пошли в сторону цветочного павильона, а Борис долго смотрел им вслед. Надежда была в растерянности. Почему он стал появляться, когда у меня проблемы? Почему он с такой радостью расстается со своими деньгами? Ведь они так тяжело даются. Может, тяжело только мне? Судя по его ранам, тяжело они достаются и ему. Рядом со мной никогда не было человека, который помог бы в трудную минуту. Готова на все, лишь бы такой человек был рядом. Следующая мысль заставила растерянно остановиться. «Мама, ты что?» – удивленно спросила Юля. «Все нормально, просто задумалась». «Мама, а ведь дядя Боря очень хороший. Если бы он был моим папой, и если бы у него ножки хорошо ходили». Лишь бы такой человек был рядом. Ухватилась Надя за последнюю мысль. Так он живет рядом, всего 2 этажами ниже. Юлька его любит. Девочки всегда любят своих отцов, а у которых их нет, мечтают об этом.
Я ведь в детстве тоже мечтала о папе и о маме тоже. Так в чем же дело? Наверное, в моем эгоизме. Ведь мне нет еще и 30, и еще не выветрилась из головы мечта о высоком красавце. Да, мечты у меня эгоистичные. А кто я для него? Я для него Надежда. И по имени, и по сущности. Он и пить перестал, и выбрит всегда. Я всегда мечтала встретить мужчину, который любил бы меня и мою дочь, твердо стоял на ногах. Смешно, конечно, но он твердо стоит на ногах. Любит мою дочь, наверное, и меня. Ведь и мне самой он нравится, и трудностей я не боюсь. Такое ощущение, что мы половинки друг друга, и судьба хочет нас соединить. Мама с дочерью возвращались из школы, радостно беседуя. Зайдя в подъезд, дочь постучала в квартиру. Дверь тут же открылась. «Дядя Боря, идемте к нам в гости», – радостно произнесла Юля. «Отмечать мой первый день в школе». Сейчас. «Борис, тебе не трудно будет подняться?» – участливо спросила Надя. «Доберусь». И у Бориса, и у Нади с дочерью началась другая жизнь. Женщина содержала в порядке обе квартиры, готовила на всех обеды. У мужчины всегда были деньги, которые он ненавязчиво отдавал Наде. Но о главном, о совместной жизни, речь пока не заходила. В этот вечер он позвонил по телефону. «Надя, зайди». «Боря, что случилось? Поговорить надо». Она сразу собралась и спустилась на первый этаж. Сели на диван. «Надя, я завтра уезжаю на операцию. Месяц пробуду в больнице, затем 2 месяца реабилитации. Вернусь только перед Новым годом. Хочу сказать тебе главное. Я люблю тебя, Надя. Если все пройдет удачно, и я вернусь на своих ногах, ты выйдешь за меня замуж. Если позовешь, я выйду за тебя, что бы с тобой ни случилось. Еще месяц назад я не верил, что смогу когда-либо передвигаться без костылей. Сейчас уверен, что все будет хорошо. Знаешь почему? Почему? У меня есть ты, Надежда. Послезавтра Новый год. Люди шли кто с елками, кто с пакетами продуктов. А он, улыбаясь, шел с легкой сумочкой, слегка опираясь на трость. Зашел в свой подъезд, по лестнице поднялся на 3-й этаж и постучал в дверь. «Боря!» Надя уткнулась ему в плечо, из глаз полились слезы радости. «Дядя Боря!» Из комнаты выбежала Юля и тут же оказалась на его руках. «Здравствуй, Юленька!» «Дядя Боря, ты ходишь без костылей?» «Как видишь. А ты будешь моим папой?» «Конечно буду, если ты согласна». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.